Всем привет! Хотел бы рассказать вам про программу Hold'em Charts. Это удобный чарт при игре в стеках меньше 15 блайндов. В этом видео вы увидите: я являюсь МТТ игроком. Во многих турнирах игра с коротким стеком является значительной частью игрового процесса. Большинство раздач в таких стеках решаются на префлопе, и чаще всего это выбор между пушем и фолдом. Если несколько лет назад нам было трудно сказать, с каким конкретно диапазоном нужно пушить, к примеру, с позиции МП1, имея стек 10 больших блайндов, то сейчас, когда появилось большое количество префлоп-калькуляторов, приближенных к Nash равновесию, сделать такой расчет не составляет никаких проблем. Остается лишь одно: как его запомнить, записать и использовать в игре. Именно поэтому мы создали Hold'em Charts. Я общаюсь с большим количеством регуляров МТТ и видел, чем они пользуются в качестве чартов во время игры. Чаще всего это Excel-файлы с громоздкими таблицами, в которых сохранены рейнджи. Такие таблицы занимают очень много места, и искать нужную нам руку в огромном списке во время игры достаточно сложно, глаза разбегаются. Другие регуляры сохраняют рейнджи во Flopzilla или Equilab, но из-за того, что суммарное количество чартов очень большое, в конечном итоге у нас опять получится список, в котором будет трудно найти то, что нам нужно. В Hold'em Charts все сделано интуитивно просто. Программа занимает мало места на экране, а благодаря хоткеям ее можно скрывать и показывать в нужном месте. Для того, чтобы приступить к использованию, просто выберите фильтры, соответствующие вашей игровой ситуации. В текущем примере мы находимся за 6 маг столом в позиции SB и имеем эффективный стек приблизительно 11 блайндов. В чарте мы можем увидеть, что рука валет 8 попадает в диапазон прибыльного пуша. В следующем примере мы находимся за 9 маг столом в позиции UTG1 со стеком приблизительно 9 блайндов. Как мы видим, 10-9 одномастные находятся в диапазоне плюс EV пуша. И еще один пример. Мы находимся за 8 маг столом в позиции Button со стеком 11 блайндов. Как мы видим, данная рука попадает в чарт, и мы можем прибыльно ее пушить. Теперь перейдем к основным функциям программы и посмотрим их более подробно. На текущий момент в программе рассчитано 3 ситуации. Это push, call пуша и overcall пуша. Рассмотрим push более подробно. Первый фильтр отвечает за то, присутствуют ли анты за столом. Далее мы выбираем размер стола, и как мы видим, как только размер стола становится меньше, количество позиций, с которых мы можем запушить, также уменьшается. Последний фильтр – это размер нашего эффективного стека. Во вкладке Call пуша первых 2 фильтра идентичны предыдущему. Это фильтры присутствия анте, а также размер стола. Фильтр Pusher показывает, с какой позиции противник делает Open Push, а фильтр Caller показывает, на какой позиции находимся мы, и принимаем решение, коллировать ли пуш или нет. Во вкладке Overcall первых 2 фильтра опять соответствуют предыдущим. Это Ante и размер стола. Дальше идет позиция пушера, это первый игрок, который сделал Open Push, Коллера, это второй игрок, который сделал Call, и Overcall. Это наша позиция, на которой мы принимаем решение, коллировать ли пуш или нет. В программе есть 2 вида отображения. Это компактный, он сейчас справа, и обычный. Следующая настройка, Jump Under Cursor, показывает программу, используя хоткей именно в том месте, где сейчас находится курсор, что впоследствии сэкономит вам время, ведь вам не нужно будет бегать глазами по монитору, чтобы найти чарт. В следующем меню вы можете настроить ходки для Hold'em Charts.
Для того, чтобы изменить клавиши, нажмите Redefine и введите нужное сочетание клавиш. На вкладке «Аккаунт» вы можете узнать данные вашей подписки, e-mail, на который она зарегистрирована, количество дней и часов, оставшихся до ее завершения. А также вы можете продлить подписку. Для того, чтобы скачать программу, вам нужно зарегистрироваться на сайте hold'em-charts.com. Авторизовавшись на сайте, вы можете скачать программу. Внизу под заголовком Buy расположена информация по приобретению подписки. Программа Hold'em Charts имеет 2 недели пробного периода. Вы можете написать свои отзывы и предложения на наш e-mail. Спасибо, что посмотрели это видео, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые фишки и обновления в программе Hold'em Charts. Всем пока!